Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. В этом видео я особенно буду приветствовать раков, тех, кто родился под знаком зодиака Рак. И мы посмотрим, каким же будет июнь для вас, уважаемые раки. Мы рассмотрим общую атмосферу этого месяца, сферу работы, финансов, личной жизни и отношений и совет предостережения. У нас будет одна общая позиция для всех. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее, уважаемые раки, и все, кому они не безразличны. И давайте будем смотреть. Начнем мы с общей атмосферы грядущего месяца. Каким будет июнь для раков? Каким же будет июнь? Легким. Легкий месяц. Легкий месяц, месяц раскрытия женственности. Для мужчин, которые ждут каких-то действий от женщины, обязательно вы этих действий дождетесь. Для женщин, которые собираются раскрывать свою женственность, здесь влияние другой женской фигуры, это мама, это сестра, это подруга, будет также очень значимым. Но, смотрите, для многих эта женская фигура, сейчас мы подробнее посмотрим, она может оказаться фигурой соперницы и поставить вас перед выбором. У нас лисичка на обороте, это символ того, что хитрости, подковерные игры могут у раков в июне присутствовать, могут вас сопровождать и ставить перед определенным выбором. Давайте посмотрим, что ждет раков в работе. В работе перемены, причем перемены такие, которых вы уже как будто ожидали, вы их предвидели. Стараться оттянуть, отсрочить финал бесполезно. Вполне возможно, что вот эта женская фигура, которая у нас выходила в сигнификаторах, она имеет отношение к вашей работе. И здесь будут какие-то моменты, связанные с хитростью, с ложью, с лукавством, с какими-то, знаете, такими нечестными ходами. Но, тем не менее, вы одержите победу, потому что, как ни крути, правда выйдет наружу. Сколько бы лукавства здесь не было, обязательно правда выйдет наружу. Но вы знаете, эта история весьма долгоиграющая. То, что актуально на сегодняшний день в вашей работе, не завершится в июне. Да, в июне вы одержите победу, но отголоски данной ситуации вы будете получать и в дальнейшем. Причем эти отголоски, они могут растянуться прямо на весь год, потому что звезда – это символ у нас долгосрочности. И бывает так, что периодически, вы знаете, вот ходим по кругу, поэтому здесь важно, принимая решение, принимать его четко. И нужно отметить, что та цель, которую вы ставите в работе, будет вами достигнута. Но, повторюсь, не в июне, а несколько позже. В июне вы совершенно четко одержите победу. Благодаря тому, что, повторюсь, все тайное станет явным. А что с финансами у раков в июне? С финансами все хорошо. Во-первых, благодаря каким-то рабочим вопросам здесь прибыль ваша увеличивается, и она еще будет увеличиваться. Много расходов у вас на эмоциональную сферу, на удовлетворение своих каких-то интересов, да, своих каких-то таких удовольствий. То, что вы любите, то, что доставляет вам удовольствие, заставляет вас вкладывать в это деньги. Но здесь вы не в пустоту тратите, а вкладываете в себя, в свои эмоции, в свою наполненность, в свое мироощущение, мировосприятие. Но, вы знаете, ваше финансовое положение от этого не страдает. Либо же есть рядом мужчина, который постоянно пополняет вашу копилочку, либо же вы сами довольно-таки прочно стоите на ногах и можете позволить себе любые расходы. Более того, как я уже сказала ранее, все, что связано с прибылью, будет увеличиваться. Возможно, придется
немножко подождать. Не в июне, а позже будет такая львиная доля поступлений, но она будет. И вас вот эти вот доходы, они порадуют. Крупных затрат, которые, знаете, вот потери какие-то утраты, нет, этого не будет. Все, что вы будете расходовать на удовольствие, это можно считать вложением в себя, инвестицией в себя. Тем не менее, финансовая составляющая здесь весьма такая завидная. Все с финансами будет хорошо. Что касается личной жизни, что будет у раков в личной жизни в июне? Пятерка мечей, конфликт. Вы знаете, у большинства вот эта женская фигура отыгрывается как лиса, которая пришла и намутила воду. Действительно, женская фигура может проходить мимо и навести смуту в ваших отношениях с вашим партнером. Поэтому в личной жизни будут не самые приятные ситуации. Пятерка мечей – это карта конфликтов, это карта не самых приятных разговоров. Тем не менее, ваш союз, ваш партнерский союз, он останется нерушим. Единственный момент, паж кубков, да, это такое, знаете, состояние, когда хочется бабочек в животе, и мы не можем устоять от того, чтобы принять комплимент, либо подарить какой-то комплимент, проходящий мимо интересующей нас персоне. Здесь даже персона может нас особо не интересовать. Просто, знаете, вот эти вот моменты, когда мы, грубо говоря, оттачиваем мастерство флирта или чего-то подобного, оно может иметь место. Для тех, кто не в паре, для тех, кто ждет знакомства, вы знаете, здесь произойдет сближение с человеком, который, скорее всего, уже есть в вашем окружении. Скорее, это человек не новый. Но нужно отметить, что для тех, кто вот именно не в отношениях, кто стремится в них войти, кто стремится создать союз, ваш союз отдаленно лишь будет напоминать такую, знаете, устоявшуюся пару. Здесь все-таки как новый какой-то роман, как какое-то новое начало. И, повторюсь, здесь не без трудностей в личной жизни. У каждого, конечно, своя ситуация, но вот все равно вы не в одиночестве, вы с партнером. Но дело в том, что здесь будет и ложка дегтя, и капля меда, все здесь присутствует. Тем не менее, вы не в одиночестве. Партнер в вашей жизни будет присутствовать в июне. Просто у каждого по-разному. Что касается совета, к чему стремиться раком в июне? К чему стремиться раком в июне? Не бойтесь тратить деньги. Не бойтесь тратить деньги, не бойтесь вкладывать. Причем тратить и вкладывать здесь на какие-то увеселительные мероприятия, на то, что действительно вас забавляет, на то, что вас развлекает. И вы знаете, судя по всему, ну здесь прям дворец монет. Это пространство, которое прям, знаете, наполнено стабильностью, наполнено достатком, наполнено чем-то материальным, благополучным материальным. Не бойтесь вкладывать, не бойтесь тратить, потому что потом вы получите гораздо больше. Чего стоит остерегаться? Чего стоит остерегаться? Страхов. Не бойтесь, не переживайте, потому что на самом деле в момент выбора, в момент не самых приятных ситуаций в отношениях вас может охватить чувство страха. Вот этому страху не стоит поддаваться. Также смотрите, туз кубков. Это про чувства, это про эмоции. В данном случае эмоции могут сыграть с вами злую шутку. Да, туз кубков это хорошо, но порой от тех самых эмоций мы настолько теряем голову, что рискуем потерять и контроль над ситуацией. Поэтому вот этим чувствам, вот этим эмоциям, которые могут накрыть вас с головой, не стоит поддаваться. Причем, смотрите, карта дьявол – это карта лукавства и искушения. Во-первых, будьте осторожны. Здесь и в работе может быть лукавство, обман. И в сфере личной жизни, хоть это флирт, но последствия его могут быть не
самыми приятными. Поэтому остерегайтесь вот этих моментов. Ну и, естественно, сами постарайтесь воздержаться от данного рода искушений. Пусть у вас все будет по-честному, пусть у вас будет все по-настоящему, по правде. Вот такой у нас получился прогноз для раков на июнь. Я благодарю всех за просмотр. Я буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.